Всем привет! Сегодня драгоценные и не очень металлы попробуем добыть вот из такого материала. Это не что иное, как высокочастотные транзисторы, скорее всего от базовых станций. Материал предоставлен одним из подписчиков по имени Андрей, за что ему отдельное спасибо. Исходный вес материала практически ровно 4 килограмма. Перед тем, как снимать видео, я помучил один из транзисторов в кислотах. И как видим, практически никакого результата. Кислотам не проникнуть под слой позолоты. Поэтому перерабатывать материал будем при помощи смывки. По плану переработки. Так как практически все транзисторы содержат уши с припоем, то на первом этапе мы обработаем материал при помощи растворителя припоя. И будем надеяться, что в процессе обработки материала растворителем припоя также будут сняты механические загрязнения, которые представляют из себя термопасту. На втором этапе обработаем материал при помощи китайского реагента Jinchuan и попробуем смыть имеющуюся на материале позолоту. Далее полученный после снятия позолоты золотосодержащий раствор разделим на две равные части. Первую из частей обработаем по классике при помощи цементации на цинковый порошок, а из второй части попробуем восстановить золото до металлического состояния напрямую из раствора при помощи дитионита натрия. После чего сравним оба результата. План накидали, приступаем. Для приготовления 2,5 литров растворителя припоя по рецепту всем известного канала Франсуа Пелье нам понадобится 2000 мл воды, 500 мл азотной кислоты, навеска из 10 граммов мочевины и также навеска из 120 граммов лимонной кислоты. Приливаем в стакан небольшое количество азотной кислоты. И присыпаем навеску из 10 грамм мочевины для образования нитрата мочевины. Нитрат мочевины образовался. Теперь приливаем остаток воды. Присыпаем навеску 120 грамм лимонной кислоты. И приливаем остаток азотной кислоты. После растворения всех ингредиентов нашего рецепта извлекаем магнитный якорь и приливаем растворитель припоя в материал. Теперь ждем потемнения раствора. Это будет говорить о том, что припой начал сниматься. Спустя приблизительно час раствор приобрел темный цвет, а весь припой снялся. Сейчас я отдекантирую верхушку и отправлю ее на фильтрацию, для того, чтобы уловить мельчайшие частички золота, взвешенные в растворе. А пока идет фильтрация, займемся смывкой золотосодержащего покрытия с основного материала.
Пока раствор с растворителя припоя дофильтровывается, займемся приготовлением другого, а именно раствора для выщелачивания золотосодержащего материала. Для приготовления нам понадобится 4 литра воды, навеска из 120 граммов китайского реагента Джинчан, навеска из 30 граммов железа синеродистого калия, он же краснокровяная соль, и навеска из 40 грамм гидроксида натрия. Так как материал у нас достаточно богатый и покрыт приличным слоем позолоты, то готовить раствор будем 3% вместо обычного 2,5%. Железо-синеродистый калий будет задействован как дополнительный окислитель, а гидроксид натрия будет задействован как дополнительный стабилизатор для поддержания pH выщелачивающего раствора на уровне не ниже 11. Готовим раствор. Присыпаем навеску из 120 грамм китайского реагента Джинчан. Далее присыпаем навеску из 120 грамм, из 60 грамм гидроксида натрия. И навеску из 30 грамм железа синеродистого калия. Ждем, пока все это растворится, при этом подогреем раствор до температуры приблизительно 55 градусов. Пока готовится раствор для выщелачивания, перенесем материал в стакан. Для этого сначала на дно стакана уложим газораспределительную систему. Она необходима для того, чтобы при помощи газовых пузырьков, которые будут выделяться из вот этой газораспределительной трубки, создать циркуляцию раствора, а также атмосферный воздух, который будет выделяться, будет являться дополнительным окислителем. Также материал достаточно хорошо очистился от механических загрязнений при помощи растворителя припоя, и дальнейшая его очистка не потребовалась. Материал перенесен в 5-литровый стакан и приливаем к нему подогретый раствор для выщелачивания. После этого включаем компрессор. Процесс начался. Отставляем раствор и пока займемся фильтрами после растворителя припоя. Фильтры после растворителя припоя я обработал царской водкой. Сейчас я отфильтрую этот раствор и верну его на восстановление. Раствор отфильтрован, нагрет до температуры приблизительно 80 градусов и готов к восстановлению. Восстанавливать, как обычно, будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Избыток азотной кислоты будем гасить мочевиной.
кислоты погасили. И прикапываем восстановитель. Довольно неплохо получится с восстановителя припоя. Началась коагуляция. Восстановителя тоже достаточно. Крутим под кипением и ждем, пока раствор посветлеет. Восстановление закончено. Останавливаем магнитную мешалку. Вынимаем якорь. И вот такое количество осадков с растворителя припоя у нас получилось. Довольно прилично. Даже боюсь представить, какой же будет выход с основного материала. Осадок отправляется на промывку, чистку и прокаливание. Вот такое приличное количество осадка высушенного получилось из-под припоя. С этим осадком мы встретимся уже на взвешивании, а пока займемся основным материалом. Тем временем выщелачивание основного материала продолжается. Раствор немного остыл, поэтому сейчас я его вновь подогрею для ускорения протекания реакции. Как видно, позолота пока не сошла, и даже на материале не появилась проплешин, поэтому не исключено, что придется обновлять раствор. Ну а пока этот раствор еще не сработался, наблюдаем за процессом выщелачивания. Спустя приблизительно 1 час и 20 минут после начала выщелачивания раствор практически сработался. И можно обратить внимание, что позолота начала сходить в тех местах, где выделение атмосферного воздуха из газовосприятельной системы наиболее интенсивно. Вот в этом месте. Это к вопросу о том, зачем нужны все эти танцы с бубнами в виде газораспределительной системы. Ну а для того, чтобы взбодрить практически сработавшийся выщелачивающий раствор, добавим секретный ингредиент, которым у нас будет являться 25 мл 30% раствора перекиси водорода.
Это на короткое время, в пределах 10-15 минут, возобновит процесс выщелачивания с новой силой. После этого я солью отработанный раствор и залью новый. Спустя приблизительно 15 минут после вливания секретного ингредиента, которым у нас являлась перекись водорода, можно видеть, что во многих местах позолота начала наконец-то сходить. Сейчас я приготовлю пару литров свежего раствора. И думаю, что этого будет достаточно для окончания процесса выщелачивания. И волью этот раствор в материал. Я заменил выщелачивающий раствор на свежий и думаю, что 30 минут будет достаточно для окончательного снятия позолоты. А отработанный раствор отправляется на фильтрацию. Спустя приблизительно 20 минут первый отработанный раствор отфильтрован, вот такого он многообещающего цвета. И также практически закончилось выщелачивание материала вторым раствором. Как видно, позолоты на материале практически не осталось. Я думаю, подождем еще 15 минут и будем сливать раствор и отправлять его на фильтрацию. Спустя 15 минут выщелачивание закончено, вся позолота снята и раствор отправляется на фильтрацию. Но пока идет фильтрация второй части раствора, взглянем поподробнее на отработанный материал. Как видим, вся позолота снялась. Нет ни одного участка на материале, на котором она бы осталась. Есть вот такие вот немного сомнительные транзисторы, но на самом деле это не позолота, это какие-то прорезиненные прокладки, под которыми золочение тоже отсутствует. Таким образом, китайский реагент Джинчан отработал на 100%. Сейчас я дофильтрую вторую часть раствора, вернемся в студию и будем разыгрывать сектор приз. Итак, после фильтрации двух частей золотосодержащего раствора имеем следующую диспозицию. Общий объем раствора получился 7 литров. За кадром я перемешал в емкости большего размера оба раствора после первой и второй стадии выщелачивания для получения однородного раствора в обоих стаканах. И как я и говорил в начале видео, по плану переработки, теперь мы попробуем восстановить золото из золотосодержащего раствора в этом стакане при помощи цементации на цинк
А в этом стакане восстановим золото напрямую до металлического состояния из раствора при помощи дитионита натрия. Результаты потом сравним. Так как восстановление при помощи дитионита натрия требует соблюдения температурного режима, а именно раствор должен быть доведен до кипения, то этот стакан с раствором отправляется в вытяжной шкаф для подогрева. А этой частью раствора мы сейчас займемся. Включаем магнитную мешалку и начинаем присыпать порошок цинка. Порошок цинка марки PC0. Наблюдаем мгновенное потемнение порошка цинка. Это значит, что частицы золота начали на него оседать. Началось выделение газов. Это водород и кислород. Скорее всего, что при выщелачивании было присыпан избыток стабилизатора в виде гидроксида натрия. Но для осаждения нам это не помешает. Наблюдаем и ждем, пока все золото из золотосодержащего раствора налипнет на цинк. Спустя приблизительно 10 минут выделение газов заметно уменьшилось. Как я говорил, цементации это не помешает. Но так как реакция с выделением газов кислорода и водорода является побочной, то это всего лишь приведет к увеличению расхода цинка. Но при его цене 700 рублей за килограмм, думаю, что это наименьшая из наших проблем. Добавляем контрольную порцию порошка цинка. Крутим еще минут 15 и думаю, что на этом можно завязывать. Спустя 15 минут процесс цементации закончен. Теперь надо дождаться, пока порошок цинка осядет на дно. Далее следует отдекантировать верхушку раствора, а порошок цинка отжигать азотной кислотой. Но пока порошок цинка оседает, займемся второй частью раствора. Вторая часть раствора перенесена из вытяжного шкафа и практически доведена до кипения. К сожалению, приходится использовать вот такую импровизированную крышку, так как у меня нет крышки большого размера. И приступаем к восстановлению.
При достаточной насыщенности раствора есть даже шансы на коагуляцию. Присыпаем метионит натрия. Раствор меняет цвет. На правильный. Ждем начала коагуляции. Собственно, она уже началась. Можно видеть, как в растворе начинают плавать хлопья золота. Думаю, что 15 минут для окончания процесса будет достаточно. Раствор должен просветлеть. Спустя 10 минут восстановление золота напрямую из раствора при помощи дитионита натрия закончено. К сожалению, побочным эффектом было образование зеркала на стенках стакана. Но насколько это было возможно, я его счистил. Ну а то, что не счистилось, в дальнейшем обработаю раствором царской водки. Сейчас минут 5 покрутим этот раствор под кипением для более уверенной коагуляции осадка. И после этого дадим раствору отстояться. Весь осадок после осаждения дитионита натрия собрал в стакане меньшего размера. Вот такое количество его получилось. В общем-то, немало. И пока он отстаивается, займемся первой частью нашего раствора после цементации на цинк. Вот такое количество, тоже немаленькое, цинка. И сейчас будем отжигать его азотной кислотой. Добавляем немного дистиллированной воды. И приливаем азотную кислоту. Реакция будет бурной.
завершен. И теперь соберем полученный осадок в стакан меньшего размера. И ждем, пока осадок отстоится. Спустя 15 минут оба осадка золота отстоялись. Этот после осаждения дитионитом натрия. И этот после цементации на цинк. Количество осадка в обоих стаканах приблизительно одинаково. Ну, собственно, ничего другого мы и не ждали. Я пометил стаканы буквами D и C, для того, чтобы их не перепутать. И теперь оба этих осадка отправляются на перерастворение в царской водке для очистки. Can you hear what I hear? Why can't we be? Оба осадка перерастворены. После цинка почище, после дитионита натрия погрязнее. И оба отправляются на фильтрацию. После этого верну их на восстановление. Оба раствора отфильтрованы и готовы к восстановлению. Они имеют одинаковый объем и одинаковую цветовую насыщенность. И по этой насыщенности можно косвенно судить о том, что количество золота, растворенное в этих растворах, тоже приблизительно одинаковое. Первым будем мучить раствор после дитионита натрия. Вот он помечен буквой D. Второй отправляется на подогрев. И сегодня отойдем от традиции, не будем восстанавливать растворы при помощи гидрозингидрата, а так как они, судя по цвету, достаточно чистые, будем восстанавливать при помощи насыщенного раствора нитрита натрия. Приступаем. Приливаем раствор. Осадок начал формироваться. Приливаем до окончания выделения диоксида азота.
небольшая авария. Ну, собственно, восстановление уже было закончено. Поэтому думаю, что ничего мы не потеряли. Все, восстановление закончено. Диоксид азота более не выделяется. За кадром ликвидировал последствия своего косяка. Потери, к сожалению, есть, но оцениваю их приблизительно в 0,1 грамма. Весь пролившийся раствор собрал на вату. В очередной раз спас прорезиненный коврик с сотами. Раствор никуда не убежал, его удалось собрать. За кадром я это перерастворю и добавлю при взвешивании. Ну, а мы перейдем к восстановлению второй части раствора после цементации на цинк. Детонатором заканчиваем. Вот такое количество осадка получилось. Вполне приличное. Он отправляется на просушку и чистку. Мы переходим ко второй части раствора после цементации на цинк. Его тоже попробуем осадить при помощи насыщенного раствора нитрита натрия. Надеюсь, в этот раз без косяков. Приливаем восстановитель. Началось формирование осадка.
Восстановление практически закончилось. Раствор просветлел. И практически прозрачен. Can you see what I see? Trembling on the floor. Can you feel what I feel? We'll need to walk some more. Диоксид азота более не выделяется. Can you see what I see? Trembling on the floor. Can you feel what I feel? We'll need to walk some more. Восстановление закончено. Вот такое количество осадков получилось. Примерно столько же, сколько и в первый раз. Can you hear what И I этот осадок отправляется на чистку и сушку. I just opened the door? Can we be what we were? The way we were before? The way we were before? Road trip, you took me down, and one day I'll take you down. Итак, полуфиналочка. Подведем предварительные итоги. Первым отправляется на взвешивание металл, добытый после растворителя припоя. Результат довольно выдающийся. 1,2 грамма. Can you hear what I Далее на взвешивание идет металл, добытый после моих косяков. Не так много убежало, как оказалось. Результат 0,06 грамма. Напомню, что убежал у нас раствор после обработки раствора дитионитом натрия. Соответственно, сюда его и добавим. Результат 11,54 грамма. Следующим на взвешивание идет металл, добытый после цементации на цинковый порошок.
Результат 11,32 грамма. Ну и теперь объединим все, что есть. И суммарный результат 23,89 грамма. И вся эта красота отправляется на плавку. Перед тем, как приступать к плавке, при помощи вот такого купленного по случаю на зоне таблетка делателя и молотка, я изготовил вот такие таблетки. Для того, чтобы при плавке золотой песок не разлетался от пламени. Собственно, плавим.
Ну и, наконец, долгожданная финалочка. Посмотрим, какой вес металла после плавки. И этот вес составляет 23,77 грамма. Одна десятка куда-то убежала при плавке, но думаю, что был просто недосушен золотой осадок. Попробую сейчас показать поближе слиток. Даже присутствует кристаллизация. 4/9 здесь нет, но думаю 3 наберется. Теперь по поводу самой переработки. Общее время, затраченное на нее, вместе с перерывами на коньяк и женщин, составило порядка 7 часов. Ну а если серьезно, то золотое покрытие, даже при его достаточно большой толщине, можно и нужно снимать при помощи выщелачивания в цианид-содержащих растворах. Помню, что исходный вес материала составлял порядка 4 кг. Общий расход кислот на вытравливание основы составил бы порядка 12 литров и кучу потраченного времени. Общее же время, затраченное при использовании китайского реагента Джинчан, составило на выщелачивание порядка 2,5 часов. А общая стоимость реактивов на всю переработку составила порядка 250 рублей. Думаю, стоимость 12 литров кислот вышла бы дороже. Также в процессе переработки мы использовали два метода по извлечению золота из золотосодержащего раствора. Цементацию на цинк и прямое осаждение из раствора при помощи дитионита натрия. Оба метода оказались достаточно хороши, с количественной разницей между ними в пределах 1,5%, в пользу прямого осаждения из раствора дитионитом натрия. Скорее всего, цинк из раствора забрал не все. Если пересчитать удельное содержание золота на килограмм исходного материала, то получим цифру 5,95 грамма. Если кто-то обрабатывал похожий материал, напишите в комментах, много это или мало. Хотя об этом судить, скорее всего, человеку, приславшему материал. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки подобного материала, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!